Привет, друзья! Сегодня у нас обзор интересной китайской новинки с глобальной прошивкой. Модель Cool20 от бренда Coolpad. Есть три модификации: 4.64, 4.128 и 6.128. Соответственно, и цена разная. Моделька стоит 4.64 119, модель 4.128 стоит $139, а 6.128 $149. Модель доступна в трех цветах: голубой, черный и белый. Еще одна особенность, которая влияет на стоимость, это если вы покупаете стандартную версию, то в комплекте не входит блок питания, и об этом продавец предупреждает. Это значит, что либо вы покупаете без блока питания и пользуетесь домашним своим, либо покупаете вместе в комплекте, и на пару долларов комплект становится дороже. Об этом продавец предупреждает красным цветом в самом начале описания. Есть еще одно предупреждение, которое для нас должно сыграть тоже немаловажную роль, потому что когда его получаешь из Китая, включаете его, а там нет ни русского, ни украинского языка. Что делать? Продавец предупреждает, что это китайский смартфон с глобальной прошивкой и со всеми сервисами. И после подключения к Wi-Fi или же к мобильной сети интернета у вас приходит обновление. После этого обновления перезагружаетесь, и появляется доступный только русский язык, что уже огромный плюс. Именно это я и сделал. Упаковка солидная, без блока питания она достаточно компактная. На ней целая куча иероглифов на китайском языке и всякая разная информация. В комплекте, как вы поняли, дополнительно я прикупил блок питания, а также идет сам смартфон с силиконовым чехлом уже одетый. Этот силиконовый чехол есть в двух видах у модели Coolpad. Это прозрачный и белый. Об этом тоже есть в описании. Также на экран наклеена пленка защитная. Ее здесь практически не видно. Стекла в комплекте нет, но лучше прикупить стекло и приклеить. В комплекте мы получаем еще скрепку. Под скрепкой находится кабель для зарядки. И, в принципе, все. То есть инструкция, какие-то наклейки еще со смартфона я снял. Кабель фирменный, USB Type-C. Чем больше я пользовался этим смартфоном, тем больше я начинал удивляться его способностям. То есть я думал, очередная какая-то китайская штучка, но нет, это действительно хорошее качество за доступные деньги. Во-первых, обратил внимание на качество сборки. Крышка у него полностью из стекла. Да-да, я действительно это проверял. Очень хорошие камеры, их здесь немного, всего два модуля. Основной и отвечающий за эффект боке. Ну и мы поговорим полностью о его возможностях. И в конце я оставлю свой отзыв, стоит ли он действительно своих денег. Итак, запускаем наш смартфон. При первом включении смартфон показывает вот такую вот информацию. Надпись Coolpad, потом небольшая анимация и полный запуск. Запуск происходит примерно за 15 секунд. Вот так вот. CoolOS. После вибраций он уже готов к работе. Экран яркий и сочный. Внутри экрана есть закругление, как и, собственно, края у смартфона. Сам корпус выполнен закругленными краями, и внутри экран. Есть капля для экрана. Над камерой располагается разговорный динамик, там есть датчик приближения. Индикатора уведомлений в этой модели нет. И если крышка здесь выполнена из стекла, то рамка из пластика. Качество хорошее, ничего не люфтит, кнопки не поклацывают. На правом торце находится кнопка-качелька громкости, внизу кнопка питания, и сканер в этой модели отсутствует. Обычно он находится либо здесь, ну или у более современных смартфонов сканер находится прямо в экране. Здесь отсутствует, но есть разблокировка по лицу. Выключаем, включаем. Он меня должен увидеть был и разблокироваться, но не так все быстро. Еще раз. Теперь, когда я чуть ближе наклонился, разблокируется довольно быстро. Слева располагается отверстие возле лотка с сим-картами. Лоток здесь стандартный, либо 2 нано-сим-карты, либо карта памяти до 512 гигабайт и одна сим-карта. Поддерживают все современные бенд-стандарты. Я их вывожу здесь, чтобы вы могли на всякий случай свериться. 4G, конечно же, работает на 2 сим-картах. При совершении звонков запись разговоров отсутствует. Включаем громкую связь. Безперервного зв'язку в Україні підключено національний роумінг, тобто при зникненні зв'язку. А это у нас обычная связь. Скажу, что громкость не тихая, но и не сильно громкая, чтобы люди, прям сидя рядом с нами, могли услышать. То есть нормальная, никаких претензий нет. Внизу симметрично располагаются отверстия как слева, так и справа. Справа у нас отверстие динамика, он здесь один.
для того, чтобы воспроизводить внешние звуки, а это у нас отверстие для микрофона. Да, в одном из них там микрофон, остальные для красоты. Ну и гнездо для зарядки USB Type-C. Кстати, эта модель поддерживает OTG, чтобы можно было подключать переходники, например, флешки, или же мышки, или же клавиатуру. Ну а сверху располагается разъем 3,5 для наушников. Отлично. Модуль, конечно же, выпирает над корпусом, но в чехле будет отлично, так как здесь у самого силиконового чехла есть еще небольшой бортик, который будет защищать корпус. Модуль здесь на 48 мегапикселей и рядом вспомогательный для эффекта боке. Также есть мощный фонарик, и если отключить экран, он продолжает светить. В тестах Antutu он набрал 224 424. Это развернутые показатели. При тестах температура поднялась на 3 градуса. Но температура существенно не превышает допустимую. Что я имею в виду? Вы не чувствуете, будто у вас горячий пирожок в руках. Даже во время игр он себя ведет адекватно. Охлаждение, благодаря тому, что здесь и стекло, тоже очень хорошо отдает тепло. Познакомимся с его характеристиками детально. CoolPad Cool20, марка, модель, устройство, процессор, Android 11, задняя камера 48 мегапикселей и 2, Antutu определила. Оперативной памяти 4 гигабайта встроенных, 64 из них доступно уже 40 гигабайт. Процессор Helio J80, 8-ядерный, 6 ядер ARM Cortex A55 и 2 ядра Cortex A75. Максимальная частота процессора 2000 МГц. Собран по 12-нанометровому техпроцессу в 2020 году. За графику отвечает Mali G52, экран 60 Гц, диагональ экрана 6,52 дюйма с разрешением 1600 на 720. Матрица IPS LCD. Плотность пикселей 269 dpi. Передний модуль камеры на 5 мегапикселей. Как передний модуль, так и задний снимает видео с разрешением 1080 30 кадров. И указано, что поддерживает стабилизацию видео. Но дальше вы эти тесты увидите и сами скажете, поддерживают или нет. Аккумулятор в этой модели 4500 мАh. Ну а проведя тест через USB-тестер, 4216 мА он взял от 0 до 100%. И что меня приятно удивило, это оптимизация прошивки и экономный разряд аккумулятора. Так как проведя тест в YouTube, он продержался 21 час. Вот здесь этот тест, ну и отдельно будет выпущен обзор на канале. Вес данного смартфона 199 грамм. Работает в сетях 2,4 и 5 ГГц по Wi-Fi. Bluetooth 5.0, NFC отсутствует. Со спутниками связывается очень быстро. Уже споймал 18, есть электронный компас. И давайте посмотрим, что это за спутники. Все верно, поддерживают все виды спутников и какой-то из них даже какой-то новый. Вот он. SBAS. Да, ребята, это действительно здорово. Очень быстро связывается. Установлено 14 датчиков. Акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, некалиброванный магнитометр, датчик ориентации, датчик приближения, вектор вращения, датчик сильного движения, шагомер, детектор шага. И все. Внутри имеется корректный перевод. Посмотрите сами. Есть понятное меню, разноцветные значки. И есть разные функции для того, чтобы можно было эффективно использовать смартфон. Жесты, либо можно переключить на кнопки. Есть темная тема, обратные цвета, ночная подсветка или защита глаз. А также можно включить адаптивную яркость, которая приспосабливается к изменению освещения вокруг. Есть кнопка активация в вертикальном положении. Это значит, что когда он лежит, потом вы его взяли, он сам зажигает экран. То есть включается активация экрана при поднятии. Давайте запустим программу Zedge, которую я всегда использую для тестов, и проверим звучание. Максимальную громкость устанавливаем, запускаем мои сохраненные файлы и поехали тестировать. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. Шепелявит. Динамик. Динамик, скажем так, много средних и высоких. Но динамик громкий. Как будто шепелявит. Ну, качество для бюджетника отличное.
Тест пройден. Теперь переходим к тестированию игры. Запускаем Asphalt 9. Запуск игры, кстати, тоже говорит о том, какой шустрый смартфон. Точно так же, как у меня на Poco X3. На моем смартфоне. Кстати, если обзор не видели, смотрите его вот здесь. Графика сейчас установлена максимальная. Больше того, я включал запись экрана и снимал одновременно вместе с тестом игры, одновременно скрин-рекорд. Поехали! Ничего не трогаю, просто понаблюдайте за качеством. Подвисаний не заметил. Работает классно. И что характерно, убавлю громкость, что во время игры примерно 10 минут, то уходит примерно 2-3% заряда. На других моделях за 10 минут 5-6% уходило. Это очень хорошие показатели. Ну а это тот тест, о котором я вам говорил, что во время игры я сделал скрин-рекорд, запись с экрана. И вот такая вот запись. Помимо максимальной графики в игре, еще и качество записи на высоте. Здорово! Если открыть YouTube и написать «Природа 4К», открываем видеоролик, нажимаем «Настройки», «Качество», «Другое», и у нас он способен, ребята, выдавать очень высокое разрешение, 1440. Качество экрана очень хорошее. Детализация, насколько возможно, на экране с разрешением 1600 на 720. Теперь давайте проверим качество микрофона. Включаем диктофон. У микрофона отсутствуют какие-либо возможности настроить звук, поэтому все по стандарту. Нажимаем «Запись». Запись начата. Интересно идет визуализация. Молчу. Разговариваю. Появляется такая анимация. И что интересно, можно ставить какие-то метки. Например, вот здесь я хочу что-то поставить. Точка, вон пошла красная. Поговорили. 1, 2, 3. Поднес ближе. Раз, два. Раз, два, три. Ну и запись вы все это время слышали с этого микрофона, ну, на расстоянии приблизительно 60 сантиметров. Стоп. Считаю, что качество звука отличное. Собеседник вас будет тоже отлично слышать. И собеседника вы тоже слышите хорошо. Итак, познакомимся с меню камеры. Внутри все интуитивно понятно. Есть значок отдельной кнопки 48 мегапикселей, в котором один снимок весит около 13-12 мегабайт. Далее идет ночная съемка. Потом идет режим портрета, в котором идет предупреждение, что от объекта минимум 2 метра должно быть. Качественные снимки. Режим фото. Видео. Есть замедленное движение. Есть замедленная съемка. Это у нас уже цейтраферная или таймлэпс. Переключаемся на режим видео. И переходим в раздел настройки. В настройках у нас, как вы видите, есть много функций. И стабилизация видео отдельно включается. Основная камера фото указана. И тоже передний модуль камеры. Есть настройка водяных знаков в углу. Здесь я свои пока настроил. Можно это все отключить. Также есть настройка фронтальной и задней камеры. Переходим в настройки фото. Здесь все то же самое. В разделе сверху появилось дополнительное меню. Если посмотреть, это вспышка. Это у нас HDR, таймер, фильтра. Ну и, собственно, все. Передний модуль камеры имеет видео, фото и портрет. В реальном времени происходит размытие. После всего увиденного давайте подведем итог. Модель имеет красивый дизайн. Если вас не пугает отсутствие сканера отпечатка, то тогда
это не является минусом. Но для кого-то это принципиально важно, так как многие привыкли использовать без ввода пароля, просто прикоснувшись к пальцу в, например, банковских каких-то данных или защите данных в вашем смартфоне. Также отсутствие в стандартной покупке блока питания. Если вам он нужен, то надо отдельно выбирать эту комплектацию. Не совсем такое интересное решение, хотя другие производители подобным принципом пользуются. У смартфона все по бюджетному сделано, но по высокому качеству. Приятно удивила камера. Сейчас вы сможете увидеть полные тесты съемок как в дневное, так и в ночное время, видеосъемку и фото. Ну а мне лишь остается добавить, что он стоит своих денег. Тем более радует, что есть выбор по разным модификациям по памяти. Интересные цвета. У нас на обзоре черный цвет, такой классный черный классический цвет. Хорошее качество экрана. Не совсем высокого качества звук, но для такой модели хорош. Уверен, вы оцените труды лайком. Сейчас самое время посмотреть качество фото и видео. Ну и не забудьте после просмотра оставить свой комментарий, что вы думаете о данном смартфоне. Привет, друзья! Тестируем очень интересную модель. По своим параметрам меня прям удивляет, так как думаешь, обычно с Китая, из бюджетников что-то можешь приобрести не то, а вот здесь прям отлично. Автофокус мгновенно подстраивается, посмотрите, что делается. И что интересно, я сейчас стою, картинка стабильная. Давайте пройдусь, смотрите. Стабилизация. Может, есть подергивание от того, что я передвигаюсь быстро, но сам факт, что здесь стабильная картинка. Вот я сейчас попрыгаю. Очень здоровски справляется. Это Full HD 1080-30 кадров, и звук вы слышите, который я говорю. Здесь один микрофон, насколько я понимаю. Запись вы слышите, ветер. Можно делать паузу во время съемки, включить вспышку и стоп-кадр. У переднего модуля камеры точно такое же разрешение. Есть, по-моему, стабилизация. Хотя нету. Ошибаюсь. И хорошая цветопередача, яркость, сочность, качество звука вы тоже слышите. Есть возможность поставить также на паузу, но нет вспышки. Стабилизация действительно есть. Я сейчас иду крупным шагом, и видно, что картинка-то плавная. Здорово. Но на передний модуль она отсутствует, как и было об этом заявлено. Тестируем передний модуль камеры. Ночная съемка, подошел близко к свету. Освещение тогда играет важную роль. Но как только я отхожу в темноту, где аж полная темнота, то тогда у нас и четкость картинки, соответственно, теряется. Шум есть небольшой. Остановлюсь. Но нормально. Теперь задний модуль. Ночная съемка. Фокус играется. Я в пути. Сейчас остановлюсь. Вот сейчас он, по идее, должен настроиться. Не хочет. Попробуем включить вспышку. Так, со вспышечкой у нас... фокус настроился. Отключаем вспышку. Настраиваем на проезжающий транспорт. Ну вот, теперь можно пройтись. Стабилизация есть. Как вы видели, ее можно и включить, и отключить в настройках. Ну, будет, возможно, вам это помощь. Тесты ночные. Теперь фотографии.